Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Хвартвиан. Ну что? Ты... Обалдеть. Опа! Кстати, я попался против своего подписчика, если что. Играет топ-100 мира. Так-то. Есть идея для ролика, получается. Значит, как? Сейчас как мы будем играть? Во-первых, мы будем играть, скорее всего, через волшебников, через Мирану, все дела. Ну и буду смотреть, что будет приходить. Но на самом деле я бы хотел сыграть на зверях, если такое получится. Если же нет, то я буду играть на следующей сборке. Это боги плюс орки. Почему нет? Вот сейчас это такая тема, лютая причем тема. Ребят, кто хочет поднять себе рейтинг, собирайте богов, орков, шаманов плюс горна. Тут есть горн, поэтому боги, орки, шаманы. Правильно, да. Берем. Просто покажу это в действии, покажу, как оно есть, все такое. Так, что у моих ребят потом по столам? Ну орков собирать, я так понимаю, будут все. Просто смотрите, сейчас Джаггер, он контрит любых магов, абсолютно любых магов. То есть, что бы сейчас ни происходило по игре, то он будет контрить любых магов. Вот серьезно, без шуток. У него куча хп, куча всего. И нужно всего лишь 2-3 шмотки. Это маска 5 тира. Вам она не придет, ну, по закону подлости. Зато вашему противнику 100% придет. А так как если будет против вас этот Джаггер, то, ребята, сушите весла. Так вот. Боги, орки, горн, шаманы. Собираете их, побеждаете игру. Играете через Джаггера. Все. Что может такое вот законтрить? Я более чем уверен, что, скорее всего, законтрить такое может звери. Причем в легкую. Мне кажется, звери это прям то, что нужно против вот таких вот орков. Ну я понял, я тебя услышал. Горн, орки. Окей. Окей. Кстати. Поставлю-ка я сейчас вот так. Я сейчас поставлю себе ребятишек под названием охотников. Почему нет? Почему нет, если можно да? Можно было бы, кстати, на охотника катнуть эту игру. Может быть, получится как-то переконтрить этого орка Джаггернаута, но я думаю, что нет. Хотя здесь есть, в принципе, морской. Но для того, чтобы просто сыграть на охотниках, мне нужно, чтобы они прям приходили и очень хорошо приходили. Я пока что возьму, но может это реально катка для охотников. Как раз и посмотрим, смогу ли я что-то сделать охотниками против Джаггера. Но мне кажется, нет. Вот у меня есть такое предчувствие, что нет. Нет, если, конечно, мне сейчас очень хорошо придут охотники, то да, в принципе, я смогу что-то сделать. Но только если хорошо будет приходить. Они как обычно бывают. Обычно бывает следующим образом. Ты вот собираешь себе охотников, они просто не идут. Ну, в один момент они просто перестают идти и все. И делай, что хочешь. Тут все, я так понимаю, собирают сейчас богов орков. Вот орков собирают, тут орков собирают. Не, на самом деле охотники могут их перебить. Просто если будут приходить нормально. Получается огромная конкуренция сейчас против меня. Ну, кстати, алхимик. Алхимик, тролли, Кира должны справляться вообще на изи с ними. Кстати, я возьму лучший уровень, поставлю вот так, так как у меня есть Discord, и это нужно обузить немножечко. Посмотрим, получится ли у меня что-то сделать в данной ситуации против богов орков. Но хотелось бы на самом деле. Тут и морские есть, в принципе, и вертолетик есть, можно будет заобузить, в принципе, снайперскую тему. Может, гномья брошка мне придет, почему нет? Джаггер, кстати, пришел. Марси, Джаггер. Все пришли то, что надо. Ну, на самом деле, можно было бы и Джаггера поставить. Тоже неплохой персонаж, на самом-то деле. Плюс 150 хп к каждому. Для моих охотников это прям тема. Кстати, могут собрать еще воинов. А если соберут воинов, что, мне кажется, будут в этой игре, то меня прям развалят. Ну тут уже видно. Ну, со старта, смотрите. 4 орка плюс бог. И он прям целенаправленно собирает себе орков-богов. Понятно. Но единственный вариант, который я вижу, это в действительности собрать сейчас против них охотников. Это единственный вариант, который я вижу. Другого варианта, к сожалению, я не вижу. Если такой вариант был, то я бы его 100% рассмотрел.
Ну, рыцари, кстати, еще есть. Ну, рыцари такое, честно. Мне что-то не нравится на рыцарях играть. Хотя на самом деле, если так в действительности подумать, то, скорее всего, рыцари могут в действительности законтрить вот эту вот тему с орками-богами. Хотя не, подождите, там есть шаман лавы, поэтому не. Это бред идея. Не получится так сделать. Зачем мне Тинкер? Вот, давайте уже подумаем. Этот парень мне, ладно, нужен. Хотя их и не нужен. Все, охотники так охотники. Я бы еще и Сефа поставил бы сверху. Ну вот просто посмотрите. Просто все собирают поголовно орков богов. Тут еще сейчас еще сверху Горн поставят. Тут же есть бог Горн? А, есть, понятно. Ладно. Так, на Лустрике парень идет. Тут мехи гоблины идут. Тут тролли-рыцари, кстати. Ну, тролли-рыцари, кстати, тоже неплохо будет, мне кажется. Но просто если тролли-рыцари будут приходить, естественно. Если они приходить не будут, то какие тролли-рыцари? Кстати, классно у меня охотники работают. Я уже убрал. Двойная тычка, я что-то как-то не замечаю, что она хорошо идет. Как-то, ну, слабовато идет эта двойная тычка. Кстати, я просто три кабанчика насумонил. Я думаю, челик там обрадовался. 3 кабанчика ему на лицо. Не, надо попробовать охотников собрать. Они идут, в принципе, почему нет? Хотя и пандочка пришла, можно было бы и пандочку. Но, в принципе, можно было бы собрать охотников и перестроиться, точнее, волшебников и перестроиться, там, как-то угодно сделать. Но я более чем уверен, что сейчас этот парень ко мне придет и расскажет мне, что к чему, куда, почем. Я сделал неспроста такую расстановку еще. Смотрите, там есть Джаггер. Вот он. И если бы он слишком близко все стояли, мне просто бы этот Джаггер взял бы и раскрутил всех и вся. Поэтому я сделал такую немножко расстановку. Мне кажется, так получше будет. В любом случае, даже тот же Резаку не сможет задеть меня как надо. Хотя чистым уроном мне нормально все равно оприходывают. Не, ну как же мне нравятся эти орки. Боже, кабанчика присамонят, он 75 урона имеет, 500 хп имеет. Просто 2 и минус 7 по лицу на. Почему нет? Правильно, почему бы и нет? Орки. Но на самом деле вместо Траксы я поставлю вот VR-очку. VR-очка мне нравится просто будь здоров. Кстати, Дискорд надо скипнуть. Мне не нравится Дискорд. Мана плюс 40, либо хп плюс 300. На самом деле я возьму мана плюс 40. Хотя на самом деле лучше не мана плюс 40 было бы взять, а что-то другое. Тут маг-дракон собирается, уже вижу. Тут есть бог-орк собирается. Уже видно, как бы, да, 2 бога поставил себе просто. На самом деле, когда тебе приходят вот так вот орки, 2 бога, то, извините, вы просто будете играть через Джаггера, который будет всех и вся выносить. Тут соберутся сейчас шаманы, 100%. И будет весело. На самом деле, я бы не хотел собирать Траксу. Как же мне нравится, как Мирану бафнули. Боже, этот персонаж очень сильный. Продлил стрик по-братски, спасибо. Просто спасибо, ты лучший. 40 монет, 100 хп, есть винстрик. Круто? Да. Ну, продолжится ли это дальше, не знаю. Сейчас посмотрим. Если сейчас мне гномья брошка падает, то это будет вообще песня. На самом деле, каких охотников я хочу видеть в своем билде? Первое, я АВР-ку хочу видеть, Мирану хочу видеть, Медузу. То есть раз, два, три, 4, 5, 6. Вот, 6. Хотя, может быть, этого орка я бы и скипнул. Потому что у меня тайт будет в любом случае. Тогда мне придется, наверное, орка этого скипнуть. В любом случае, сейчас все равно. Мне главное, чтобы мне пришли 6 охотников. Вот 6 охотников пригодят. Тут есть как бы рыцари. Будет... О, кунг-фу, понял. Я тебя услышал. Тут кунг-фу шаманы будут. Все понятно. Мне будет очень тяжело играть. Особенно против кунг-фу шамана, который будет автохекс мне на лицо кидать. Я же хочу синергию Киры еще поставить сверху. Если, конечно, получится это сделать. А, тут бы хотя бы мобов сейчас пережить, я так понимаю, да? А, не, нормально. Я уже думал, что сейчас я мобам откисну. То есть имел бы винстрик, еще и мобам бы откис сверху. А все возможно, кстати, было. Вау. Не, ну молнии надо брать.
И да, я молнии возьму. Очень сильный предмет. Так. Кто придет сейчас сбивать мне винстрик? На самом деле, можно было бы убрать сейчас его, поставить бы 2 резачков. Фуру тоже уберу. Так, помним за расстановку. Ни в коем случае не забываем. Мана плюс 40. Но в действительности, нужна ли она мне сейчас? Ну, кстати, Джаггер далеко прыгнул, отлично. Мне нравится то, что он там далеко так прыгнул. Я все равно он не раскрутит сейчас. Тут боги. А, все, я проиграл, кстати. Двойные тычки не работают, потому что они просто не прилетают. Ну, не хочет он сегодня прилетать, чтобы двойные тычки были. Джаггера я, конечно, вынес. Наныл, получается, да? А то что-то как-то... Что-то как-то Мирана только что накидала мне тычек. Даже если... Не, ну я Мирану бы хотел в тройку собрать. Прикиньте, у него 10 секунд стана. Это самый долгий стан в игре. Самый. Немножко бы мне, конечно... А кого вот... Давайте подумаем, кого бы мне собрать. На самом-то деле мне понадобится волшебник морской, по-любому. О, 6 рыцарей. Все, сейчас мне рыцарь придет, он мне собьет стрик. Так, боги-орки. Чел уже на фуловом, поэтому он мне вынесет, скорее всего. Усиления у меня давно не было, поэтому будет очень тяжело, скорее всего. Ладно, я Джаггера все-таки скипну. Все. Я лучше в уровень выйду. Да, я могу сейчас винстрик потерять. Очень сильно могу винстрик потерять. Тут Джаггер в двойку у чувака вообще, ну, тут уже как бы понятно. Стан летит не туда, куда надо, конечно, не на Джаггера, как хотелось бы. Тычки не летят двойные. Ну не туда. Орк, воина. Кстати, тут воины соберутся. Вот будет один человек, который просто будет не сбивать мою сборку. Вот будет один человек. Вот. Дайте нормально поиграть, пожалуйста, на охотниках. Успокойтесь. Я не играл на охотниках 1000 лет. Или это намек на то, чтобы я не играл на охотниках вообще? Не играл 1000 лет на охотниках. Дайте поиграть на охотниках. Я вас молю. Не собирайте воинов против меня. Дайте поиграть на охотниках. Но мне придется тогда весь свой билд перестраивать и бороться против этого воина. У меня аж, ну, на языке вертится много нехороших слов. О, кстати, стан отлично только что прилетел. Кстати, Гримтач отлично бы зашел против... кого? А, точнее, Гримтач отлично бы зашел под Мирану. Кого против кого он бы зашел? Всем уже. Можно было, кстати, немножко троллей поставить. У меня в любом случае просто все равно охотников не все есть. В принципе, так я могу поставить хотя бы. Стенка есть. Скорость атаки немножко сейчас будет. Ну и, в принципе, как бы все. На этом и закончили. Расчет так очень, как говорится. Если Джаггер прыгнет, пусть сюда прыгает. Так. А есть воин. Точнее, есть рыцарь. Куча двоек. У меня двоек нет. У меня даже 6 охотников нет. Еще самое абсурдное немножко, если честно. Я Траксу продал и все как бы... Кстати, вот тебе и рыцарь. Немножко скорость атаки у меня хоть и есть, но я его просто не пробиваю из-за того, что у него отхил сильнее. Нормально. Вот и все. Да. Не, ну, давайте будем объективны. Охотники — это такая себе синергия, которая, ну, явно не вывозит весь этот движ. Не, ну, может быть, если бы у меня было 6 охотников, тогда да. Но у меня их нет. Поэтому нет. Тогда нет. Так. Я надеюсь, что сейчас я не откисну хотя бы мобам. Ну, у меня как бы вроде бы более-менее хороший стол. Но если объективно судить, он очень слабый. Если взгляд Азеса мне упадет, будет хорошо. Ну, посмотрите, сколько у него двоек. Не, ну может быть, если бы у меня стол был не в единицах, а в двойках, было бы хорошо.
Может быть. Но я не уверен. Знаете, такое... Имею небольшое сомнение на этот счет. Медуза, кстати, не приходит. У меня 7 уровень, 10% на фиолетовую фигуру, а медуза не приходит. Приходит все, что не надо. Вот, на ныл апгрейд получается, ребята, на ныл. Усиление на месте, как говорится. Усиление на месте. 7 охотников. Но 7 охотников мне не надо. Давайте объективно будем судить. 7 охотников это бред. Он мне не нужен, такой вот охотник. 7 штук. Отхил, зеркало. Либо отхил, либо же зеркало. На самом деле и то хорошо. Но я бы такой, чтобы скипнуть эти предметы, может что-то... Так, ладно, какие мне охотники нужны? Так, в единицу Мирану нужна, пусть будет. Тракса мне нужна. На самом деле и да, и нет. ВР-ка мне точно нужна, кстати. Но я ее в двойку, наверное, оставлю. В тройку собирать не буду. Кстати, классно только, что у меня ВР-ка закастила просто в скилл этот. Короче, в никуда она закастила. Не, ну тут рыцари нормально так сейчас разогнались. Я Гриттера на всякий случай возьму. Что-то у меня есть такое впечатление нехорошее. Не, ладно, Гриттера не буду брать. Так, ладно. Я поставлю зверей немножечко. Нужна ли мне так? На самом деле не нужна. Че я вот это парюсь? Я даже так возьму. Даже так возьму, сделаю. Броня, конечно, это идеальная. Ну, лучше просто не придумаешь. Ладно, мне нужен 10-й. И как же мне поступить? На самом-то деле я могу здесь классную сделать сборку. Не 9 охотников. 9 охотников, и мне кажется, это максимально юзлесс. Поэтому я, в принципе, мог бы сделать 4 зверя. Воины вроде как не собираются, слава... Не, собираются, тут воин будет. Боже, вот это вот плохо. Я бы мог сделать 4 зверя. Вот таким вот образом. Сейчас поставлю одного зверя, потом взять лон-друида. Есть второй, поставить морскую волшебницу. Убрать Мирану, наверное, тоже. Да, тут воин собирается. Будет воин, огромный воин. Как же поступить? Короче, мне нужна медуза, мне нужен тайт. Раз, два. 3, 4, 5. Ну, 5 этих. Раз, два, 3, 4, 5. То есть вот эти вот персонажи мне нужны. Значит, ну, звери я мне в двойку апнулся. Все, я его даже собирать больше не буду. Не нужен особо. Нужно усилиться. Мне нужен уровень до сих пор. Двойку у меня немножечко не хватает, конечно. Но пока достаточно. Нужен 9-10, вот такой вот уровень нужен. В принципе, можно будет, если что, поставить ведьмаков. У меня будет чистый урон тогда. Но это будет очень слабый урон. Если я поставлю ведьмаков, допустим, тех же самых. Волшебника я, наверное, уже заранее буду покупать. Да, посмотрите, вот у меня будет раз, у меня будет лондруид 2. И можно инчу 3 собрать, то есть уже 3 зверя будет. Но если, я что-то уверен, что тут соберется воин, ну прям вот я уже вижу, что здесь соберется воин, мне понадобится чистый урон. Кстати, кунг-фу. Не имба, не имба. Не имба. Я его вынес, конечно, но просто посмотрите, с какими слезами на глазах я его вывез. Это жесть. Ну что? Действительно, скорее всего, придется мне собирать ведьмаков. Мне понадобится этот чистый урон, так как, смотрите, будет челик на богах плюс орках, раз.
Будет, я так понимаю, будет вот этот вот челик на рыцарях. А на самом деле я бы мог собрать троллей плюс алхимика и просто развалить здесь всем кабинет. Но тут собирается еще как бы элементалист. Маг, 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 маг. То есть 4 мага здесь. Ладно, тут, скорее всего, мне маги понадобится. Деф от магов и просто собрать обычных вот, охотников, как я планировал изначально. Не каких-то там специй, каких-то там просто нереально мощных. А просто собирать обычных охотников. Единственное, что-то брать максимальный уровень, пытаться быстро. Шар бездны, кстати. Против их всех шар бездны будет хорош. Я возьму шар бездны. Реально хороший предмет. Без рофлов. По поводу все-таки... Наверное, в действительности мне понадобится... О, маг-дракон. Вот это вот проблема нарисовалась. Маг-дракон. Ладно, мне в действительности понадобится продавать некоторых охотников. Это я буду продавать, скорее всего, тебя. Оставлю, получается, я... Медуза тает. Раз, два. Снайпера 3. 4. Но все-таки можно Мирану оставить пятую. То есть 5 плюс волшебник, плюс еще волшебник, и 3 слота у меня остается. По идее, у меня будет сразу 4 морских, и я могу все-таки зверей оставить. То есть получается, либо Мирану я оставлю, либо же вот этого зверя. Я могу просто 4 зверя докинуть. И будет у меня зверь, получается, лондруид, он и, может быть, инча. Не уверен, конечно, что так именно, но посмотрим. Потому что морские здесь 100% нужны, там, ну, 5 драконов уже собралось. Это уже не смешно, это очень сильно. Это заявочка на то, что мне разорвут чердак. Вот, например, как сейчас. А у него только 6 магов. Просто посмотрите, какой он жирный. Минус 13 я получил. Ну, минус 13, обалдеть. На самом деле можно вот так вот поставить еще. Может и орков поставить, кстати. Да нет, 4 орка это слабо. Ты мне вдвоечку понадобишься. 12 винстрик учила. Маг-дракон. Вот маг-дракон это реально лютая опасность. Что мне выпадет? Палка. Палка, отлично. Под заказ просто. Просто под заказ. Палка выпала. Тяжелая игра. Так, здесь орк, понятно, орк-бок уже с Радиком. Мне очень повезло, что он без этого был, без маски 5-го тира, иначе бы я его вообще не вынес никогда в жизни, у меня взгляда Зеса нету. Так, ну тут, скорее всего, сейчас рыцарь откиснет. Откис. Ну что стоило доказать? Рыцарь откис по той лишь причине, что здесь собрался кто? Кунг-фу! Не, шаман, кстати. Я думал кунг-фу. Ну ладно. Ему перестроиться бы в что-то. Я бы в алхимика перестраивался. Алхимик Кира. У меня почти 10-й. На 10-м мне надо уже всю свою синергию выставить, иначе будет очень плохо. Я очень надеюсь, что мне придет как надо. А в данном случае я рассчитываю на то, что мне придет, во-первых, волшебник морской. Медуза, наконец-то, на 23-м раунде. У меня 20%... Ну, вы видели это только что? Сказать честно, я в маленьком таком шоке от того, что это было. У меня шар бездны, я напомню. Короче, маг, 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 маг. 3 мага и воин. Вот воин просто мне насрет в карман. Я вам отвечаю. Просто насрет в карман. Почему насрет, я объясняю. Он сейчас соберет 9 воинов, я просто об него убьюсь несколько раз. Все. И у меня, я потеряю все свое хп.
У меня сейчас 25 раунд, у меня 10 уровень будет. У меня мало двоек, у меня всего лишь 3 двойки по сравнению с челом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 двоек у чувака. Из 9 персонажей. Ну тут шаман. Уже с цепочкой, кстати. Конечно, еще и хрона мне на лицо упала. Куда ж без этого? Это смешно. Да, ребята, я что-то еще и мобов даже провтыкал. То есть, смотрите, я взял максимально быстрый 10 уровень. Это раз. Реально максимально быстрый 10 уровень. Ко мне пришел шаман. Накинул хрону, причем очень удачно накинул хрону. Не на своих, а на меня накинул хрону. И вот результат. И вот результат. Хрона на лицо мне, и я проигрываю из-за этого. Я уже молчу о том, что там у него цепочка пришла. Цепочка у кого я таки... А, у него. Все. Это жесть. Ну, серьезно, это очень смешно. Не для меня смешно, а в целом ситуация смешная. Мне вообще грустно. Кого я продал? У меня-то есть хп, но у меня нет героев. Спасибо за взгляд Азеса, конечно. Очень ценю его. Молнии, кстати, я возьму молнии. Хотя на самом деле лучше бессмертие бы взял. Мне против... У меня медузы нету. Просто нет медузы еще. Понимаете, насколько абсурдно, что у меня даже нет медузы? Кстати, надо было реально ману поскипать. Не знаю, может как-то так сейчас и зароляет расстановка, потому что сейчас цепочка будет лететь мне по-любому в снайпера. Ну, посмотрим. Ну, кстати, рыцарь. Сейчас посмотрим, как я с рыцарем справлюсь. Ну, пока так себе как-то. Стан прилетел. Именно ЦК куда надо кастует 100%. Ни в коем случае. Не, ну, кстати, рыцаря я разобрал. Рыцаря я разобрал, это хорошо. А чё там, как дела вот с моей медузой? Наныл, понял, спасибо. Все, вопросов нету. Вот медузка. Урон как бы есть. Ну и на самом-то деле... Не знаю, Мирану я, наверное, буду собирать. Четыре, 4. Все, в принципе. Ой, 6 духов. Боже, вот 6 духов, кстати, это очень серьезно будет. Он сейчас себе забустит вот этого паренька. Если его не выкинут очень быстро, то выкинут меня очень быстро. Ну, сейчас посмотрим. Это бог-орк. У меня, благо, есть хотя бы минус хп-реген на этого паренька. А, ну понятно, мне на лицо сейчас прилетит сначала бункер вот этот летающий. Весь контроль прилетит в снайпера сейчас, ну, как всегда. Стреляй! Хорошо. Спасибо. Тайт.
Не, ну такое уже мне нравится. У меня один охотник лишний. Там. Можно чуть-чуть, ну, кстати, можно ее взять и поставить все-таки вместо кого-то. Шаман, рыцарь, дракон. Против магии мне 100% надо здесь собраться. Но сейчас я просто заменить даже не могу никого. Его бы я взял, потому что он комбинируется. Ну и на самом деле мне как-то ВР-ка больше нравится. Хотя если Мирану в тройку собрать, она тоже очень сильная будет. Кстати, станчик я тебе отдам. Что я немножечко опустил этот момент. Итак, посмотрим. Цепочка прилетела мне почему-то в ВР-ку. А, у ВР-ки что-то урона больше было. Ладно. Кстати, тут меня вынесли. Или нет? Нет, я вынес его. Окей. Это благодаря тому, что у меня баф морских. Вау. Так, Анх что-то там, короче. А, бог орк. Почему я не удивлен? Почему я не удивлен, что именно он меня вынес? То есть не кто-то другой, а именно он. Бог, орк и Джаггер. А, понятно. Я, кстати, шмотку забыл дать. Я вот этот момент вообще упустил. Я немножечко, так знаете, был в замешательстве. Медуза и минус армор. На самом-то деле оставлю. Что бы я хотел вот поменять или добавить в своем билде? На самом-то деле, не знаю. Морских бы добавил. Но на самом деле чуть-чуть отхила надо добавить. Без чернокнижников туговато будет. А вот, кстати, парень пришел. Посмотрим, как ты меня вынес. Не... А, понятно сейчас, как ты вынес меня. Или нет? Не, я его вынес, хорошо. Зеркало. Не знаю, каким образом. То есть у меня там вынес, а тут я зеркало вынес. Чего? Как? Непонятно. Надо решать, что я буду сделать. Ну, либо морских фул. Понял, кстати, что я буду делать. Вертолетика поставлю сейчас. На самом деле, просто против магии мне надо хорошенько защититься. Просто как это лучше сделать? 4 морских у меня есть. 4 зверя, 6 охотников. Там есть маг. Ладно, я все-таки Мирану поставлю. Я в нее больше верю. Если можно было бы еще одного зверя поставить вместо того. Ладно. Мне танки нужны. Можно было поставить инчу. Кстати. И реально подхил хороший был бы. Ой-ой-ой, забыл за предмет. Давайте посмотрим сейчас, как я с морским справлюсь. Потому что тут есть как бы другие... Не, ну морского... Ой, морского мага я вынес хорошо. Отлично я вынес. Я даже отлично вынес мага, понимаете? Хотя я забыл немножко за шмотки. На самом деле одну шмотку я хочу отдать. И в принципе... Вот так вот сделать. Я думаю, так будет посильнее.
Хотя лучше так, наверное. Просто, понимаете, я еще не совсем понимаю, кого я хочу собрать правильно. Подхил мне нужен. Можно инчу было собрать просто бы в троечку. А как инсектоид сейчас будет работать? Вот мне интересно. А, Хекс прилетел, я понял. Ну, дай стан уже. Понятно, там вечный сайленс. Еще и вертолетик в двоечку. Понятно. Понял. Хекс пришел, мне нужна шмотка против Хекса. Нужна шмотка против Хекса. На самом деле мне нужна штучка на отхил. Все это очень круто, но все на мне не надо. О, маска на отхил, отлично. Так, отлично. Я мейн-керри ему вынес. Тут есть Хан. Очень противный персонаж Хан. Вынесите вот этого вот бога орка. Все, я просто буду знать, что мне собрать сразу нужно будет. Выиграл. Боже. Какой же ты противный все-таки. И снайпер вообще не приходит. Ни снайпер, ни этот не приходит. Классно, да, медуза приходит апгрейдница? Спасибо. Очень вовремя. Кстати, верю в медузу больше. Не жалею пока. Пока что. Толпу она нормально сейчас будет, наверное, косячить. Да, хорошо, отлично. Отлично! Топчик медуза. Уважаю медузу. Лучшая медуза. Фух. Так, а здесь я, наверное, все-таки вместо медузы поставлю снайпера шмоточки. Мне бы тайт в двоечку пришел, было бы вообще все в ажуре. Очень сильный чел, кстати. Сильный не в плане скилла, а сильный в плане того, что синергия такая сильная. Не знаю, как-то так реально может расти. Хотя, наверное, так. Так, наверное, хотя, может быть, кучно поставить, будет сильнее, хотя не уверен. Если бы мне брошка, на самом деле, сейчас гном не упала, вот, допустим, с этого персонажа, я бы 100% бы убрал бы вертолетика, поставил бы, не знаю, кого, отхил бы поставил, если бы упала брошка. Но, кстати, если... Ух ты, кстати, шарбезный выпал. Вау. Предметы все хороши. На самом деле они мне не нужны. О. Вот это сейчас должно быть тьфу-тьфу-тьфу, ну хорошо. Один шарбезный я бы скипнул. Просто он не настолько хорош, чтобы его не скипать.
Шар бездны. Хотя, если так подумать, в этого керри закинул. Вертолетика закинул. И как бы не смущает ничего. Опять хекс прилетел. Не успеваю даже закастить ничего, понимаете? Успел. Иди сюда, Джаггер. Это тебе месть за то, что ты просто приходишь и вот это вот свари... Кстати, не работает шар бездны на крутилку. Шар бездны не работает на крутилке, серьезно? То есть у Джаггера иммунитет к хп регену. Челика. Вот это абсурд. Вот это реально абсурд. Ну тут без шансов, скорее всего, сейчас откисают. Я сейчас увидел то, что увидеть вообще не должен был. У челика иммунитет к шару бездны, ребят. Это настолько люто имбалансно, что вы просто себе представить этого не можете. Это надо писать в техническую поддержку, потому что это баг лютой. Взгляд АЗС не работает против шара бездны. О, взгляд АЗС не работает против Джаггера крутилки. Это лютая имба. Вот почему он такой сильный, вот почему такой имбалансный. Обалдеть. Кстати, сыграл против 100 мира. 55 место у человека. Круто. В принципе, да. А так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. И телеграм-канал, если что, закреплен в комментариях. Не забывайте, там у нас чат комьюнити и все такое. Так что, ребят, жду ваше мнение насчет этой катки. И подписывайтесь обязательно. Всем удачи.